скалах высеченные комнаты. Здесь побывали и оставили свои следы теннисист Роджер Федерер, Мел Гибсон, музыкант Бона, Риhanna и футболист Марадона. Комната. Вот так вот она выглядит. Люди делают фотосессии. Прилетели на место посадки. У кого будет возможность, тем более кто живет, если в Турции, обязательно приезжайте. Вот в таких условиях люди раньше жили. А вы говорите 2+1 с бассейном нужен. Вот человека, который жил в этой комнате, переселить в те условия, в которых сейчас живем мы, современные люди. Мне кажется, он в шоке будет, этот человек. Подумает, что он попал в рай. Надо же, люди заморочились. Столько работы, чтобы внутри скалы выдолбить такие комнаты. А на этой локации американцы снимали фильм «Звездные войны». Саламу алейкум, друзья! С семьей едем на отдых в Каппадокию, которая расположена примерно в 300 километрах от города Мерсин. Едем своим ходом на машине. Сейчас 9:30 утра. Ехать примерно 3 часа. Часов 12 приедем. Найдем, иншаллах, гостиницу. Гостиницу решили заранее не бронировать. Решили гостиницу выбрать по месту. Что из этого получится, посмотрим. Будет ли нормальная гостиница, будут ли отличаться цены от тех, которые в интернете. А далее буду вам показывать и рассказывать все самые интересные места Каппадокии. И если что-то интересное будет по дороге, тоже обязательно покажу. Проезжаем вот такие вот красивые места между гор. Вокруг леса с хвойных породов. С хвойными породами. Вот такие прекрасные виды открываются. Волшебная природа Турции. Глаза радуются и отдыхают, когда смотришь на такие виды. Если вы будете ехать в Каппадокию из Мерсина, на вашем пути повстречается город с интересным названием, который по-русски звучит как «нигде». Там стоит буква «Г», которая в турецком языке не произносится. А турки произносят это слово как «ниде», а русские «нигде». Направо на съезд. Поворачиваем направо в сторону «нигде». «Нигде». «Нигде» направо. Чем дальше от моря и чем ближе к Каппадокии, скалы оголяются, зелени меньше. Едем по платной дороге в сторону города Ниде. Места, тем не менее, такие же красивые, не уступают предыдущим. Ниде, Ильсенеры. Заезжаем в туннель. Это что за населенный пункт? Невшехир. Заехали в Невшехир, и уже начинаются первые пещерные поселения. Первые дома в скалах, среди которых живут люди в настоящее время.
подъезде к Невшехиру встретили вот такой вот замок, не замок, скала, не скала, скала-замок. Сейчас подъедем поближе. Поверните налево. Затем поверните. Учхисар, Беледиисе. Так, что, попробуем выше проехать. Через 50. Приехали на первую локацию. Учхисар, крепость Учхисар. Такие вот тут виды открываются прекрасные. В скалах высеченные комнаты, пещерки в скальных породах. Вернее, вулканические породы, вулканических образований. Видимо, они мягкие, поэтому там легко было их вырезать отверстия. Здесь побывали и оставили свои следы теннисист Роджер Федерер, Мел Гибсон, музыкант Бон, Риана, музыкант Сара какая-то, Палин, я их знаю, и футболист Марадона. А вон с той стороны какая красота. Объездили пол Каппадокии. Нашли наконец-таки подходящий нам номер. Рекомендую на будущее, если ехать с семьей, то номер бронировать заранее. Потому что, во-первых, цены день в день выше. Во-вторых, на несколько человек номер найти сложнее, чем на одного. Это у нас каменная пристройка, а здесь уже высеченная в скале комната. Вот так вот она выглядит. Снизу имитация очага. Спальная кровать. Потолок это весь полностью каменный, высеченный в горе. Вот так вот выглядит. Такой аутентичный номер. Со своеобразным колоритом. Здесь санузел. С душевой. Уже все в камнях. Такой вот номер. Сейчас вниз спущусь. Покажу вам двор отеля и террасу. Так вот, из номера выходим. Лестница на террасу. Поднимаемся. Это вот такая вот терраса с видом на соседние отели и, собственно, на скалы. Там вот где флаг турецкий, там смотровая площадка. Завтра оттуда с утра полетят шары.
А вот двор. Пять часов утра. Долина любви. Приехали смотреть, как запускают шары. Там вдалеке первый шар. Вернее, первых два шара уже на подходе. Сейчас будем смотреть, как они будут лететь над Каппадокией. Вот такие вот красивые места. Люди с палатками приезжают тут в ожидании зрелища. Снизу костры жгут тоже. Первый баллон пошел. Второй взлетает. Залетает второй. И третий на подходе. Тем временем шаров поднимается в небо все больше и больше. Один шар подлетел прям близко к нам. Люди делают фотосессии на фоне машин. Жених с невестой. Солнце встало. Огромный шар подлетел прямо к нам. Шары приземляются. Прилетели на место посадки. В городе Гюрме среди гостиниц в скале, в скалах, вернее, на фоне шаров. Красиво, да? Стоит здесь побывать, у кого будет возможность. Тем более, кто живет, если в Турции, обязательно приезжайте. Я тянул с этим моментом, но вот я здесь и ни разу не пожалел. Правда, цены тут, конечно, все раза в 2-2,5 дороже, чем в Мерсине. Но это того стоит. Улочки Гюрме. Среди гостиниц и кафе. Туристы приехали с долины любви. Наблюдали за шарами, видимо. Скал, кафе, рестораны, гостиницы, живописные места, очень красиво. Вечером также гулять интересно здесь по этим улочкам. Камера не передает, но здесь нужно находиться. Кто приедет, не пожалеет, я так думаю. Сейчас едем в долину мечей. Тоже по отзывам говорят, что живописное место. Сейчас посмотрим. Шары приземляются, сдуваются, туристы выходят из корзин. Подъезжаем
к долине мечей. Такие вот здесь места. Там пещера внутри. Вообще классное место для трекинга, для пеших прогулок. Вот она, долина мечей, называемая. Сюда проводят экскурсии местные турагентства. Ездят на квадроциклах, на лошадях, на мотоциклах. Туристов возят в такие места. Там вот вдали пещеры, вернее не пещера, сделанные людьми отверстия. Как говорят тут люди, ранние христиане прятались от римских правителей, от гнета язычников и безбожников. Так, вот они, вырубы древних жилища. Тут есть проходы. Ну, целая здесь квартира с окнами. Вентиляционная шахта. Они, видимо, несколькоэтажные. Внутри есть лестница, я так подозреваю. Сейчас посмотрим. Так, здесь небольшая комнатка. А вот здесь вот уже что-то посерьезнее. Крест нарисовали. О, тут целая гробница, похоже, была. Здесь тоже какой-то храм был. Снаружи такая красота. Так, а вот на вот эти верхние этажи что-то я не нашел лестницы. Возможно, с обратной стороны горы. Порода достаточно мягкая. Несложно им было вырубать тут себе жилище. Даже размытое водой местами. Как оказалось, на верхние этажи попасть нереально, потому что там в потолке есть отверстие, но лестниц нету, видимо, убрали, чтобы не лазил никто там из туристов. Исключить несчастные случаи. Вообще, по мнению историков, в этих краях одно из первых поселений людей вообще, в принципе, на планете, на нашей. Именно где-то здесь, начиная с 9-10 века до нашей эры, историки обнаружили, археологи, первые останки людей. Находимся все еще на территории Каппадокии, но уже ближе к Аксараю. Час 20 езды от Гюреме. У нас локация из церковь Святой Марии, древние христианские храмы. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Здесь также на горах помещения и пристройки каменные. Туристы ходят. Так, зайдем в помещение. Ого. Тут достаточно большое. Так, указатель показывает, что нужно идти сюда. Здесь тоже помещение посветлее. Вот в таких условиях люди раньше жили. А вы говорите 2+1 с бассейном нужен.
Что это такое? Собор Сулеймана. Проходим вовнутрь. Здесь, я так подозреваю, много чего можно будет посмотреть. Итак, поднялись наверх. По дороге караванщиков. Тут какая-то комната. По периметру различные ниши. Видимо, складывали какие-то вещи, возможно, посуду. Потолок уже слоится. Так, пойдем дальше. Так, тут стрелками указано, что здесь терраса. Терраса. Вот она, терраса. Сейчас поднимемся. В террасе открывается вид. Так, пойдем дальше. Посмотрим, что за комната. Скамеечки для отдыха. Так, это написано, что комната была. Возможно, кто-то здесь жил. Возможно, кто-то здесь жил вот с таким вот видом. Вид прикольный. Шикарный вид, но комната не очень. Вот человека, который жил в этой комнате, переселить в те условия, в которых сейчас живем мы, современные люди. Мне кажется, он в шоке будет, этот человек. Подумает, что он попал в рай. Да, мы этого не ценим, к сожалению. Так, пойдем дальше. Так, это у нас написано, что была кухня. Посмотрим, какая у них в древности была кухня. С таким потолком. Вытяжка, видимо, да? Раз кухня. Очаг был. Да, вытяжка. Вентиляция. Очаг здесь. Тоже ниши различные. Второй отдел. Потолки черные. И еще один отдел. Подсобка какая-то, видимо. Здесь спуск вниз. Закрытый. Подсобное помещение, где хранился инвентарь. Возможно, посуда. Возможно, продукты. Сверху много маленьких ниш. Тоже комнаты. Смотрим. Надписи нету, что это было. Просто заглянем. Тоже какие-то комнаты. Эти круглые отверстия. Возможно, это было типа мельницы, да, жернова. Там были установлены. Так, это у нас, оказывается, написано зерновой склад. Да, мои предположения были правильные, что здесь мололи муку, возможно. Здесь уже сам монастырь. Молельные комнаты, я так подозреваю. Ага. Алтарь. Там сверху тоже комнаты. Так, поднимемся по этим сточенным ступеням на второй этаж монастыря. Надо же, люди заморочились. Столько работы, чтобы внутри скалы выдолбить такие комнаты. Стены толщиной больше метра. Проходы во весь рост. Какие-то комнаты тоже. Так, пол не видно.
Решетка. Опа. Это они, видимо, молились, да? Так, здесь тоже ступени не видать. Аккуратненько. Оба, посмотреть, что здесь есть. Так, выход на ту сторону. Ого. Второе отделение монастыря. Здесь еще один алтарь. Да. Высота потолков метров 6, наверное. Выдолбили такую здоровую комнату. Да, вот в таких условиях люди жили, поклонялись, были довольны тем, что есть. Так, здесь тоже какая-то комната, а тут вентиляционная шахта. Тоже какие-то круглые отверстия. От жернова, видимо, тоже. Там еще дальше. Смотрим. Кстати, чтобы попасть в этот музей, нужно заплатить сколько-то лир. Точно не знаю, надо посмотреть на выходе сейчас. Мы прошли бесплатно, потому что у нас есть музейные карты. Опа, ну там фрески, изображения. Это уже более поздний период, я так полагаю. Уже алтарь. Что-то тут они нарисовали, намалевали. В колонне даже высекли трон. Итак, мы зашли по музейной карте бесплатно. Но вход вообще сюда платный. Вот он, алтарь. Так, тут еще какое-то помещение, комнатка маленькая. Ага. Так, ну, идем на выход. Здесь нас не пропустят, потому что красят работники. Будем обходить. Так, вот он снаружи вход. Тут монастырь, вот и церковь. Здесь у нас часовня. Смотрим. Посмотрим, что здесь. Тут окно, открывается вид на другие сооружения. Вот в таких вот условиях жили древние обитатели этих местностей. Так, ну вроде бы все прошли. Спускаться нужно. Спускаемся вниз. А вообще красота, конечно. Четко. Очень красиво. Машаллах. А вот там вот внизу это мавзолей Селима. Так, ну все, пойдем посмотрим место, где снимали «Звездные войны». А на этой локации американцы снимали фильм «Звездные войны».
Сейчас пройдем чуть дальше. Там тоже вот пещеры. Вернее, не пещеры, а жилище. Вот так вот выглядит. Сейчас поднимемся немножко на самую верхнюю точку. Ящерицы бегают. Бежала. Вот камень интересно стоит, да? Скоро упадет уже, я думаю. Вот такая вот локация. Классная. Такой вот рельеф. Да, чтобы сюда добраться, нужно попотеть, конечно. Но на того стоит. А вон еще один камень стоит, вот-вот свалится. Вот он. Ага. Таких камней много, кстати. Вон ящерица. Вот она. Вылезла. Вот она. Красавица замерла. Тут вот такие вот минералы, не минералы, камни, не камни, пемза, да? Легкие. Вулканическая порода. Очень легкие, как пенопласт. Их здесь очень много повсюду. Они тут повсюду.